Всем привет, с тобой я Колди. Все больше признаков указывает на то, что Нед Лидс может стать Хобгоблином в киновселенной Марвел. Нед изображался как друг и одноклассник Питера Паркера, но над персонажа из комиксов имел совершенно другую предысторию. Однажды выяснилось, что Нед в комиксах на самом деле злодей по имени Хобгоблин и являлся видной фигурой среди злодеев Человека-паука. Marvel Studios внесли значительные изменения в образ Неда в Человеке-пауке «Возвращение домой». И казалось, маловероятно, что персонаж станет Хобгоблином в будущем. Однако теперь так не кажется. Актер Джейкоб Баталон сильно похудел, что лишь подлило масло в огонь. Более того, Человек-паук 3 будет иметь связь с мультивселенной. И идея о безграничном количестве параллельных вселенных вот что допускает возможность появления Неда в образе Хобгоблина. Первая причина, по которой Нед Лидс может стать Хобгоблином, это то, что он может украсть снаряжение и формулу у Зеленого Гоблина. В комиксах Хобгоблин напрямую связан с наследием злейшего врага Человека-паука Зеленого Гоблина. Оригинальный Хобгоблин по имени Родрик Кингсли получил свое оружие и снаряжение из секретного убежища тогдашнего умершего злодея Нормана Осборна. Вместо того, чтобы полностью разделить персонажей и позволить Хобгоблину создать свое оружие, Марвел могут принести эту связь с Человеком-пауком 3. Если это так, что в одной из параллельных вселенных фильма Нед окажется преступником, который посетил тайник Зеленого Гоблина с оружием, как и Родрик Кингсли. Он мог получить ту же формулу, которая улучшала физические возможности Осборна, и использовать ее на себе. Нед может сойти с ума, что придет к тому, что он станет опасным противником Человека-паука из своей вселенной, кем бы он бы ни был. Вторая причина, по которой Нед Лидс может стать Хобгоблином, это то, что он может помочь Человеку-пауку. Не обязательно, что Нед должен начать действовать как злодей, чтобы стать Хобгоблином. В конце концов, он же Нед тоже никогда не был настоящим злодеем в комиксах. Возможно, где-то существует вселенная, где Нед также является лучшим другом Питера Паркера, и он может знать, что Питер — Человек-паук. В зависимости от своего уровня научных знаний и ресурсов, Нед мог получить доступ к спасенной инопланетянской технологии Стервятника и создать свой гоблинский планер с намерением стать союзником Человека-паука. Хотя возможно, что он планировал стать героем. Трагические события в его жизни могут привести к тому, что он станет злодеем. Третья причина, по которой Нед может стать Хобгоблином, это то, что ему могли промыть мозги и превратить в Хобгоблина. Возможно, лучший подход для Marvel Studios и тот, который был бы наиболее разумным, это просто адаптировать историю Хобгоблина Неда Лидса из 1980-х. В комиксах герой был хорошим человеком, которому Питер доверял, но его жизнь изменялась к худшему, когда он обнаружил убежище истинного Хобгоблина, Родрика Кингсли, нуждаясь в том, чтобы кто-то взял на себя ответственность за свои преступления. Кингсли захватил Неда и сумел промыть ему мозги, заставив думать, что он был Хобгоблином. Изначально этот план был эффективен для Кингсли, который был уверен, что его тайная личность так и останется в тайне. И даже Человек-паук поверил в его ложь. Но проблема возникли тогда, когда промывание мозгов Неда привело к тому, что он стал психически нестабильным. Его брак распался, и его жизнь рухнула. Чувствуя, что Нед стал помехой, Кингсли убил его. И лишь несколько лет спустя Человек-паук обнаружил, что Кингсли подставил Неда, и что его друг никогда не был Хобгоблином. Подобное развитие событий могло иметь место в MCU. Точно так же, как и в комиксах, Кингсли мог похитить Неда и промыть ему мозги. В отличие от комиксов, его психическая обусловленность могла бы превратить его в гораздо более сильную угрозу, которая точно встретится лицом к лицу с Человеком-пауком. Поскольку версия Неда из комиксов и его аналог MCU по сути являются положительными персонажами, Человек-паук 3 теоретически может использовать ту же сюжетную линию с Недом, вместо того, чтобы иметь дело с мультивселенной. Поскольку этот вариант предлагает промывание мозгов, он же не противоречит развитию его персонажа. Но существуют проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем. И самая большая — это риск испортить Неда как персонажа. То, что было сделано с ним в комиксах, было, возможно, одним из самых трагических концов, которые студия когда-либо приносила своему персонажу. Поскольку его жизнь по большей части была разрушена, он умер, и никто не поверил в его невинность. Было бы не очень весело, если бы Marvel Studios предложили похожий печальный финал на большом экране. Именно по этой причине вариант с версией Хобгоблина Неда Лидса с альтернативной вселенной является более предпочтительным. Но на этом ролик заканчивается. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. И хочу вас отблагодарить за прошлое видео. Спасибо вам, что вы набрали 280 просмотров. Всем людям, кто смотрел прошлое видео и это, я хочу вам сказать огромное спасибо. Надеюсь, что вам и дальше будут интересны такие ролики. Ну а с вами был я, Колди. До скорых встреч.